Приветствую вас, мои дорогие! Да, новое видео, я стараюсь их делать еще быстрее, и сегодняшняя тема одна из тех, которые вы долго спрашивали. Я думаю, это будет первая из многих, потому что, будем пробовать искать те варианты, которые вам будут больше всего нравиться. И сегодня тема это реакция корейцев на то, что я из России. В принципе, их реакция на иностранцев тоже. Но начнем именно с этого пункта. И в этом мне будет помогать сегодня Егор. Мы поделимся парочкой историй, которые есть у нас в личном опыте. Я долгое время прожил в Японии, но никогда не сталкивался с такой реакцией, с какой столкнулся в Корее. Если для японцев все белые одинаковые, то у корейцев есть четкое разграничение. Им больше всего нравятся люди из Америки, Канады, Австралии или Западной Европы. Расскажу несколько ситуаций, которые случились со мной. В баре я стоял у барной стойки в ожидании своего заказа. Ко мне подошла кореянка и спросила меня, откуда я, из какой страны я приехал. Мне стало интересно, и я попросил ее угадать, откуда я. Ведь в основном люди думают, что я из Германии, Англии, из Франции. Частенько даже немцы принимают меня за своего. «Ты из Америки?» – спрашивает она. «Нет». «Из Англии?» «Нет, я из России». И в этот самый момент я улавливаю в ее взгляде некоторые перемены. В ее глазах, можно сказать, потух какой-то огонек. Я сразу понял, что она потеряла ко мне всякий интерес. Она взяла свой коктейль, сказала удачно провести время и ушла. На самом деле, в тот момент я еще не понимал, что причиной было то, что я из России. Некоторое время спустя в этом же баре ко мне подошла другая кореянка, но с тем же вопросом. Я тоже попросил ее угадать. Она сделала несколько попыток, и когда остановилась на варианте «ты из Англии», я вдруг решил согласиться. «Да, я из Манчестера». «Серьезно? Ты мне нравишься, я хочу с тобой провести сегодня вечер. Пойдем, я тебя познакомлю со своими друзьями». И вы знаете, я просто удивился от ее активности, можно так сказать. Она привела меня к столику, где были ее друзья. Я немного с ними пообщался и ушел. Через некоторое время, может быть спустя 40-50 минут, я снова встретил ее в толпе. Но она меня не узнала. По ее виду было сразу видно, что она уже пьяная. Она меня спрашивает: «Ты откуда?» И в тот самый момент я напрочь забыл то, что ранее сказал ей, что я из Англии. И на автомате выпуливаю ей фразу «Я из России». И я вижу абсолютно тот же самый взгляд, который был у первой кореянки. Отсутствие всякого интереса. Она просто улыбнулась и ушла. Та же самая кореянка, но абсолютно разная реакция. На меня англичанина и на меня русского. Следующая история, наверное, будет из серии рукоприкладства. Я не говорю по побои, хотя, да, в истории с Аджущей одним что-то типа того было, но нет. Я расскажу вам, наверное, смешную историю, которую вы уже давненько знаете. Коллаборейшн с Лидой. Мы сидели в кафе, и я замечаю парня с яркими волосами розового оттенка на блонде. В тот момент... еще не было таких ярких расцветок в моде, это сейчас. Если выйти на улицу, тут и розовые, и зеленые, и синие. Причем зеленый с синим почему-то превалируют, над даже блондом, неважно, но это только сейчас прям волной пошел цвет. Тогда это было эксклюзивно, то есть, что кто-то так себя покрасил, кроме меня. Это было что-то. Естественно, я на это реагирую, и когда мы случайно опять встречаемся на улице, я спрашиваю разрешение сфотографироваться с ним. Вот та самая фотография. Один из друзей задает вопрос, мол, а вы откуда, девочки? И я отвечаю, что мы вот из России. Моментально на меня была положена рука. Скидывая ее, я спрашиваю, почему вы на меня положили руку, кто вам разрешил? На что парень, в принципе, задается вопросом, а почему нет? И на что я ему отвечаю в ответ, просто сразу апеллирую, то, что на самом деле я вообще-то являюсь студентом, кто вам вообще позволил влезать в мое личное пространство. После этой фразы парень ретируется, над ним смеются его друзья, которые тоже вообще-то ручки потирали и на меня, и на Лиду, и начинают извиняться. Мол, ой, извините, мы не хотели вас обидеть, и так далее, и так далее. Пока мы разговаривали, не прозвучало слово «Россия», руки были, как говорится, на виду. Вот они, да, я ничего не делала. А как только прозвучала фраза, что я из России, рука полетела сразу куда-то, Макарена. А вот в Японии совсем наоборот. Если я иду в бар, ко мне обязательно подойдет какой-то японец. Японки, они очень стеснительные, поэтому ко мне никогда японки не подходили, но всегда подходили парни.
И тоже, первой фразой их было «Откуда ты? Из какой страны ты приехал?». Когда я отвечал, что я из России, они говорили мне «Чуть-чуть подожди, что там от те?» и уходили. Через некоторое время они приходили с водкой. Такое случалось постоянно. В общении с японками я никогда не испытывал нечто подобное, как с кореянками. Когда японки узнавали, что я из России, их реакция была Росио самый десё? Сугойне. О, ты из России, там ведь холодно, да? Японки всегда проявляли интерес. У японцев, я думаю, гораздо лучшее отношение к русским, чем у корейцев. Хотя в некоторых других ситуациях корейцы гораздо лучше, чем японцы. Игра в угадайку. Да, такое тоже здесь было, когда, в принципе, не только сами корейцы, но и многие другие иностранцы пытались угадать, откуда я. Я в этот момент работала в латте, на фронте, и, естественно, по моему внешнему виду было сложно определить, и уж тем более потому, как я разговаривала на английском. Поэтому посетители, которым вдруг интересно было в процессе ожидания такси со мной поговорить, естественно, начинали гадать. И одна из этих игр в угадайку мне понравилась, наверное, больше всего, хотя нет, наверное, две. Вы не поверите, вместе с американцем был некий кореец, и они поспорили, кто я. Один из них американец, он был солдатом, а вот второй кто, я не знала. И когда они достаточно свободно разговаривая на английском языке, и это было слышно, они поспорили, типа, на выпивку из серии «Я тебе куплю выпить», она, типа, откуда-то с Европы, сказал, значит, американец, и кореец говорил, что нет, она из Америки. Ну, естественно, американец по моему внешнему виду понял, что я не очень похожа на американку, и он решил спросить, откуда я приехал. Я, естественно, не говорю сразу, я говорю, угадайте. Они начинают гадать. Первое, что сказал американец, вы из Америки. Я такая говорю, нет. Американец уже, потирая руками, выиграл, можно так сказать, но они продолжают угадайку. Американец начинает выбирать просто первые попавшиеся страны, вроде как Франция, Италия, там, Испания, Финляндия, все что угодно, но вот только не Россия, ни куда-нибудь в эту сторону. Он перебирает уже все страны, я говорю, что ваши 3 попытки истекли, вы не угадали. Тут уже американец в растерянности, потому что ни один и ни второй, получается, не выиграли. Так откуда ж вы тогда? И я говорю, что я из России вообще-то. Американец аплодирует то, что у меня очень хороший английский, и типа я думал, что вы откуда-то из Европы, потому что у вас такой хороший английский, а кореец при этом показывал ему пальцем и говорил, теперь нам придется вместе покупать друг другу выпивку, мы оба проиграли. Это был очень смешной момент, потому что ребята были веселые, они очень весело гадали, санбенимы в этот момент тоже хихикали сзади просто, у них был какой-то ажиотаж. Но этим все, конечно, не закончилось, историй гораздо больше. Надеюсь, вам понравились эти истории. Хотите продолжение? Тогда вам к Егору на канал. У него есть еще парочка историй и от него, и от меня. Ссылочка в описании внизу. Там есть некоторое продолжение, то есть еще 2 истории лично от меня и еще 2 истории лично от него. На этом все. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить этому видео лайк, оставить мне комментарий. Особенно мне интересно узнать, будет ли вам интересно узнать еще какие-то мини-истории о том, как со мной происходили определенные казусы непосредственно с иностранцами, либо с корейцами здесь, независимо от того, узнавали они, русская я или нет. И, конечно же, до новых встреч! Пока-пока! Я, кстати, этого американца еще несколько раз видела, и он каждый раз прикалывался потом над своими же друзьями, ну, чтобы выиграть, и потом я просто его сдавала. Пусть не издевается. Если... 여보세요. 클라이언트. 뭐 콜라보레이션 촬영. 우리 지금 그 여러 가지 사람이랑 콜라보레이션 하니까 그래서 오늘 하나 해볼까 말까 생각했는데 이제 지금 조연충. 일하고? 그 휴가 잘 갔나? 스트레스 때문에. 알겠어.